Всем привет, меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить карамельный торт. Торт мягкий, нежный и очень вкусный, с насыщенным карамельным вкусом. Карамельное в этом тортике все, и коржи, и крем. Покрыт торт мягкой шоколадной глазурью и карамелью. Готовится торт достаточно просто, только надо заранее приготовить карамель. Ингредиенты рассчитаны на торт размером 24 на 16 см, высотой 6 см и весом килограмм 600 грамм. Давайте приготовим. На среднем огне растопим 100 грамм сливочного масла. Добавляем 120 грамм или 6 столовых ложек сахара. Помешивая, доводим до кипения. Делаем огонь минимальным. Добавляем 80 грамм карамели. Перемешиваем до однородного состояния. Масса не должна сильно кипеть. Добавляем 7 грамм или 1 полную чайную ложку соды. Перемешиваем. Сода сразу начинает гаситься и масса увеличивается в несколько раз. Снимаем кастрюлю с огня, перемешиваем, и когда реакция соды закончится, перекладываем массу в чашу, в которой будем готовить тесто. Далее тесто готовится очень быстро, поэтому заранее включите духовку нагреваться до 190 градусов. Перемешивая, остужаем тесто. Проверить можно рукой. Масса должна быть теплой, не горячей, чтобы не свернулось яйцо. Добавляем одно яйцо и перемешиваем до однородного состояния. Добавляем второе яйцо. Также перемешиваем до однородного состояния. Просеивая в два этапа, добавляем муку и перемешиваем до однородного состояния. Тесто получается мягкое, эластичное, липкое, не густое. Делим визуальное тесто на две части и выливаем первую часть на противень, засланный бумагой для выпечки. Равномерно разравниваем тесто по противню. Я разровняла размером 34 на 26 см. Можно сказать, размазываю. Тесто очень эластичное и легко размазывается. Убираем выпекаться в разогретую до 190 градусов духовку на 8-10 минут. У меня тесто выпекалось 9 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Прокалываем. Если она выходит сухой, значит тесто готово. Сразу фарш выравниваем, обрезаем по краю с 4 сторон. Обрезки собираем, мы их позже измельчим и посыпем ими края торта. Делим корж пополам. Я вырезала два коржа размером 23 на 15 сантиметров. Перекладываем коржи остывать на решетку и таким же образом испечем вторую часть теста. Приготовим крем. Для крема я беру 600 грамм отвешенной 20% сметаны. Я ее отвешиваю заранее, перекладываю в марлю, сложенную в 4 слоя, и подвешиваю в холодильнике стекать. С 800 грамм сметаны у меня за ночь стекло 200 грамм сыворотки. Таким же образом можно отвесить 2 литра кефира, или можно взять густую жирную сметану. Также нам понадобится 230 грамм мягкой карамели. Как приготовить карамель, вы можете посмотреть в предыдущем моем видео. Ссылку на ее приготовление я оставлю в описании под видео и в подсказках к видео. Перекладываем карамель в сметану. Перемешиваем.
Хорошо взобьем миксером до однородного воздушного состояния. Вот такой нежный, устойчивый, очень вкусный карамельный крем получается. Сразу отложим 3 ложки крема для выравнивания боков торта. Накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник. Также для прослойки я буду использовать измельченный арахис. Можно брать как соленый, так и нет. Арахис можно заменить любыми орехами, которые вы любите. Или можно вообще ничего не добавлять, это по желанию. Вкусно и так, и так. Выкладываем первый корж на тарелку. Устанавливаем разъемную форму с ацетатной пленкой. Крем визуально делим на 4 части и покрываем корж 1/4 частью крема. Крем посыпаем измельченным арахисом. Закрываем вторым коржом, слегка придавливаем. Корж покрываем 1/4 частью крема. Посыпаем измельченным арахисом. И так повторяя, формируем торт. Выкладываем третий корж. Покрываем его 1/4 частью крема. Крем посыпаем арахисом. Выкладываем последний 4-й корж, слегка придавливаем. И покрываем оставшейся 1/4 частью крема. Крем разравниваем. Убираем торт в холодильник. Приготовим глазурь. 100 грамм шоколада с содержанием какао 50%. Высыпаем 130 грамм жирных сливок. Разогреем в микроволновой печи или на водяной бане до горячего состояния. Надо, чтобы шоколад стал мягким. И размешаем все вместе до однородного состояния. Глазурь готова, зальем ею равномерно торт. Если на поверхности есть маленькие пузырьки воздуха, их аккуратно можно проткнуть деревянной палочкой. Накрываем торт пищевой пленкой и убираем в холодильник пропитаться на 5-6 часов. Я обычно убираю на ночь. Готовый торт освобождаем от формы, снимаем пленку. Украшать торт можно по своему желанию. Сверху на глазури я рисую сеточку карамели. Обрезки измельчаем в крошку. Обмазываем бок торта ранее отложенным кремом. И покрываем их измельченной крошкой. Торт готов, его можно подавать к столу. Торт очень вкусный, мягкий, с насыщенным карамельным вкусом и ароматом. Если вам понравился рецепт, то делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.